Добрый день, приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу рассказать, как связать крючком вот такие тюльпанчики. Тюльпанчики можно подарить кому-то на 8 марта, можно связать для себя и поставить их в стеклянную вазочку. Они будут вам дарить каждый день весеннее настроение. Тюльпаны вяжутся очень просто. Единственное, придется взять нитку с иголкой для того, чтобы собрать вместе все лепестки, пришить их к стеблю и пришить лист тюльпана. Для вязания я использовала пряжу Yarnart Jeans ярких цветов. Вы можете выбрать тюльпаны одного цвета или 3 разных цветов. У меня желтый, розовый и будет третий тюльпан вот такого лилового цвета. Пряжа Yarnart Jeans, цвет 72 я буду использовать. Для вязания стебля у меня тоже Yarnart Jeans, цвет номер 69. Вязать буду крючком номер 2. Размер одного тюльпанчика 7 сантиметров. Еще хотела показать два варианта исполнения. У тюльпанов одинаковый лист, но пришит он по-разному. Этот поближе к цветку, а этот наоборот подальше от цветка. И вот у этого тюльпана я клеем приклеила лепестки к центральному бутону. Он получается такой закрытый. А у этого тюльпана решила оставить для того, чтобы вам показать, как выглядит тюльпан, если лепестки не приклеивать их друг к другу. Имитация такого распущенного цветочка. Начну вязать с лепестков тюльпана. Нужно связать 3 вот такие одинаковые детали. 2 я уже связала, 3 буду вязать вместе с вами. Делаю кольцо амигуруми, такое колечко, так, придерживаю пальчиком, перехлест, ввожу крючок и делаю первую петлю фиксирующую. Вот так выглядит первая петля. И в кольцо начинаю вязать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, хвостик подтягиваю, если нужно, 6. Первый ряд готов, 6 столбиков. Дальше вяжу по спирали без воздушных петель подъема. Нужно будет связать во втором ряду 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда буду вязать по 2 столбика без накида. Нахожу первую петлю и в нее вяжу 2 столбика без накида. 1, 2. Если нужно, поставьте маркер, чтобы не ошибиться с количеством петель и не потерять начало ряда. Я поставлю маркер на первый столбик. Дальше вяжем во второй столбик тоже 2 столбика без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Готов второй ряд, 12 столбиков без накида. Сейчас нужно связать 3 ряда по 12 столбиков без накида по кругу, по спирали, без прибавок и убавок. То есть в каждую петлю предыдущего ряда вяжу 1 столбик без накида. Давайте я сейчас свяжу 3 ряда и покажу, что у меня получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и еще 2 ряда по 12. Я закончила вязать 5 ряд. В 6 ряду нужно будет связать 6 убавок. Итого должно получиться 6 столбиков без накида. Давайте сделаем убавки. Ввожу крючок в первую полупетлю первого столбика без накида. Вот сюда. Видите, только одну стенку беру.
Ввожу крючок также за одну стенку петли, переднюю только стенку, во второй столбик без накида. Вот так вот. Видите, сзади вторая стенка осталась у каждой петельки. Вот целая петля. Вот она. Подхватываем только переднюю стенку, вот эту. Итак, подхватываем первую переднюю стенку петли, вторую стенку второго столбика и провязываем первую убавку. Дальше следующую ищем, следующую петлю, подхватываем первую стенку, подхватываем вторую стенку и вторая убавка. Следующие, первая, вторая и третья убавка. Первая, вторая и четвертая убавка. Опять первая, вторая, пятая убавка. Первая, вторая петля и шестая убавка. Если сложно вязать такие убавки, вяжите как обычно, 2 столбика без накида с общей вершиной. Я сейчас на следующем бутоне покажу, как это сделать. Вот готов у нас первый лепесточек. Собственно, если у вас есть возможность, можно сделать еще одну убавку. Вот я как раз могу связать последнюю. Теперь делаю в следующую петлю соединительный столбик, поворачиваю, ищу, куда можно ввести соединительный столбик, и закончить вязание. Нитку вытягиваю, складываю пополам. Свяжите еще 2 такие части. Вот я связала, у меня 3 части. У вас тоже должно быть 3 лепестка. Кончик нитки я прячу внутрь лепестка. И лишнее нужно будет тоже отрезать. Сейчас буду вязать серединку цветка. Точно так делаю кольцо амигуруми. Первая петля, 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо затягиваем, первый ряд готов. Во втором ряду буду вязать столбик без накида, прибавка. Повторять 3 раза, должно получиться 9 столбиков без накида. Нахожу первый столбик, в него вяжу столбик без накида. В следующий столбик делаю прибавку. 1, 2 столбика в одну петлю предыдущего ряда. Это была первая прибавка. Столбик без накида в следующую петлю и прибавка вторая. 1, 2, столбик без накида в следующую петлю и прибавка третья. 1, 2. 9 столбиков без накида. Вот теперь 2 ряда свяжите по 9 столбиков без накида. Без прибавок, убавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И еще один ряд, 9 столбиков без накида. Сейчас тоже свяжу и покажу, как будем вязать 5-й ряд. В 5-м ряду буду делать 4 убавки. Давайте сделаю для разнообразия обычные убавки. Беру
Ввожу крючок в первый столбик без накида, ввожу крючок во второй столбик без накида, первая убавка. Ввожу крючок в первый столбик без накида, второй столбик без накида, вторая убавка. Ввожу крючок в пятый столбик без накида, в шестой, третья убавка. Ввожу крючок в седьмой столбик без накида, восьмой столбик, четвертая убавка. И еще у меня тут осталось 2 столбика, которые я тоже могу провязать вместе и сделать еще одну убавочку. Вот. Вязание заканчиваю, нитку отрезаю. Сердцевинка готова. Она получится вот такая выпуклая. И мы можем примерить, как будем собирать цветочек. Я покажу вот так. Пришивать друг к другу или приклеивать серединку. К серединке 2 лепестка. Ну, либо приклеить к серединке 3 лепестка. Вот у нас практически готов уже тюльпан. Сейчас нам осталось связать стебель и лист. Беру ярнард джинс зеленого цвета и начинаю вязать стебель. Для того, чтобы связать стебель, набираем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо затягиваем. Дальше нужно связать 11 рядов по 6 столбиков без накида. Получится такая трубочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затянуть, вывернуть на лицевую сторону и дальше продолжаю вязать по спирали еще 10 рядов. Сейчас я свяжу 10 рядов, покажу, что у меня получается. Практически готовый мой стебелек. Покажу, как я ввожу крючок. Вот смотрите, столбик без накида, и я ввожу крючок вот так под углом снизу вверх, чтобы не задевать соседнюю сторону. Свяжу пару столбиков, 1, опять нахожу следующий столбик без накида и вот так снизу вверх ввожу крючок под углом, 2 и последний 3. Все, стебель закончен. Делаю соединительный столбик в соседнюю петлю и нитку отрываю. Кончик прячу внутрь стебелька. Все, готов. Вяжем теперь лист тюльпана. Для листика нужно набрать 12 воздушных петель. Обычные петли воздушные. Как умеете, делайте первую петлю и 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Пропускаю первую воздушную петлю, во вторую вяжу столбик без накида. 1 столбик, второй в следующую петлю, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков без накида. Дальше нужно связать 2 полустолбика с накидом. Делаю накид, ввожу крючок в следующую петлю, захватываю рабочую нить. На крючке 3 петли.
Еще раз захватываю рабочую нить и протаскиваю через все 3 петли на крючке. Получается первый полустолбик с накидом. В следующую петлю опять полустолбик с накидом. 2 полустолбика с накидом. Третий полустолбик с накидом нужно связать. В предпоследнюю петлю, вот осталось у меня 2 петли, вяжем 2 столбика с накидом в одну петлю. Первый столбик с накидом, в эту же петлю второй столбик с накидом. И у нас остается последняя петля. В нее нужно будет связать 3 столбика без накида, 2 воздушные петли и еще 3 столбика без накида. 1, 2, 3 столбика без накида, 2 воздушные петли, 1, 2, 3 столбика без накида. Все в одну петлю. Вот получается такой край цветка, край листочка. А теперь делаю накид и нахожу воздушную петлю, в которой был связан столбик с накидом на противоположной стороне. И в этот же столбик, вернее 2 столбика с накидом были связаны в одну петлю. В этот же столбик вяжу 2 столбика с накидом с обратной стороны. Хвостик вот этот вот конец мы обвязываем, кончик пряжи, чтобы он остался внутри листика. Вяжу первый столбик с накидом и второй столбик с накидом. 2 столбика в одну петлю, в ту же самую, в которой были связаны 2 столбика с накидом в предыдущем ряду. 3 полустолбика с накидом, именно в те же петли, в которые были связаны полустолбики с накидом на предыдущей стороне. Первый полустолбик, второй полустолбик и третий полустолбик. И теперь 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 столбик, последнюю воздушную петлю, соединительный столбик. Все, у нас закончен листик. Делаю последнюю петлю, вытягиваю нитку, вязание заканчиваю, лишний хвостик отрезаю с обратной стороны. Приступаем к сборке тюльпана. У меня готовы все лепестки, стебель и лист. Сначала я буду пришивать теми же нитками, которыми вязала пряжу Yarnard Jeans. Она состоит из 4 ниточек. Я делю пополам, вот так беру и разделяю ее на 2 нитки. Вот получается 2 нитки по 2. Отрезаю и вставляю в достаточно широкую иголку, в толстую иголку. На конце делаю узел. Зеленый цвет и лиловый. У меня 2 цвета. Это цвет лепестков. Мне понадобится 2 нитки. Тоже делаю узел на лиловой пряже. Лиловой буду пришивать лепесточки. Смотрите, в центр стебелька я буду пришивать центральный вот этот овальный бутончик. Пришиваю самыми простыми обычными стежками. Захватываю петлю одну с бутончика, одну петлю со стебелька и вот так по кругу буду пришивать, так чтобы центральный бутон у меня получился по центру лепестка, чтобы он был присоединен по центру, и вокруг него буду собирать остальные бутоны, остальные лепестки вокруг этого круглого бутончика.
нитку затягиваю, чтобы она сильно не торчала, чтобы петли было видно. Не видно, чтобы, вернее, было петли. Вот так серединка, центральная часть. Дальше прикладываю первый лепесток, любой из 3, и тоже также по краю начинаю пришивать лепесток к стебельку. Здесь желательно, чтобы лепесток закрыл верхнюю часть стебля, чтобы было максимально незаметно, что стебель он вот здесь заканчивается у нас, и дальше нет. И место крепления бутончиков к стеблю мы должны спрятать. Всего пара стежков. Если дальше вы будете приклеивать лепестки к центральному бутону, если не будете приклеивать, то пришивайте попрочнее. Беру следующий лепесток и также его пришиваю к стеблю. Если вы хотите, чтобы лепестки не раскрывались, то можно вот здесь вот сделать пару стежков, например, до середины, если вы не хотите приклеивать. И лепесточки тогда поплотнее прилягут друг к другу. Нитку закрепляем, отрезаем. Такой у меня получился бутон до тех пор, пока я листья не приклеила к центру, к центральному лепестку. Вот посмотрите, как выглядит. Теперь беру зеленую ниточку и буду пришивать лист. У листа есть ярко выраженная лицевая сторона и изнаночная сторона. Лицевой стороной нужно пришить наверх. Дальше мы прикладываем листик и думаем, как бы мы хотели, чтобы выглядел цветочек. Чтобы лепесток вот так заходил на бутончик, так. Либо чтобы лепесток, например, вот так вдоль располагался вдоль цветка. Тогда его нужно пришить будет чуть пониже. Некоторым нравится, когда листик идет вдоль цветочка. Можно вообще пришить вот так вниз. Тогда листик будет немножко изгибаться в эту сторону. Собственно, выбирайте, как вам больше нравится. Я хочу, чтобы листик чуть-чуть прикрывал цветок. Сейчас покажу, как буду пришивать лист. Куда-нибудь с внутренней стороны закрепляю узелочек. Где-то, где будет не видно. Когда буду пришивать, захватываю только половинку петли. Вот так вот. И тогда с края у меня останется косичка. Мне нравится больше, когда видно вот эту как раз косичку столбиков без накида. Вернее, каких там нескольких столбиков, которые мы вязали. Вот, косичку видно. И обычным швом через край я пришиваю.
хвостик прячу внутрь стебля. Аналогично с обратной стороны также прохожу. Захватываю только половинку петли. Нитку закрепляю и отрезаю. Тюльпанчик готов. Вот это мой третий цветок в букете. 1, 2, 3. Вот такой букет из цветов у меня получился. А теперь давайте покажу, как я его соберу вместе. Я оформила букетик. Мои тюльпаны готовы. Можно поставить их в вазу, если у вас есть небольшая стеклянная ваза. Можно просто перевязать ленточкой, подарить кому-то из родных, близких. Можно оставить себе в качестве весеннего букетика. Я надеюсь, вам понравился мой видеоурок. Вяжите вместе со мной прекрасные тюльпанчики, дарите их своим родным и близким. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вам понравился мой видеоурок, пишите комментарии, задавайте вопросы, я отвечаю на все ваши вопросы. Я прощаюсь с вами, всего хорошего, пока-пока.